девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую на в основных пространствах нейроведьмы. Что будем смотреть? Ну, наверное, такая небольшая аналитика будет сегодня, да, опять прошлое, настоящее, будущее. Посмотрим разные точки, да. Девочки станут немножко, как это сказать, женами путешественника во времени, такая пасхалочка. Рекомендую посмотреть фильм. Да, жена путешественника во времени. Ну, это так, просто вам небольшой такой каламбур. Да, каламбурит нейроведьма. Может, не очень умно, но однако как есть. Так, короче, вот сегодня будем смотреть прошлое, настоящее, будущее на колоде волшебников или чародеев Барбары Мур. Что-то меня вчера еще обозвали. Ага, спрашивает, говорит, чем ты занимаешься вот из интересного чего-то? Я говорю, ну вот сейчас пишу курс по традиционному колдовству. Ты что, была чародейкой в прошлой жизни? Я говорю, ну у меня и в этой, знаешь ли, очень все весело. Ну вот, и мне, знаете, я когда такое говорю, всегда вот щупаю людей, вот, ну, как они на это реагируют. Потому что, в принципе, вот то, что я делаю, мне кажется, я делаю очень крутые вещи. И у меня, ну, очень достаточно высокая планка, и мне кажется, вот я бы у себя бы училась, вот. Я бы, знаете, себя бы как учителя и наставника не любила бы. Вот не горели бы на самом деле у меня глаза на то, чтобы я с радостью там бежала на каждую лекцию и так далее, потому что я понимала бы, что каждая лекция меня придавливает на самостоятельное обучение, но не из серии, что мой наставник что-то дает, там, на отшибись, я про себя говорю, а из-за того, что очень много скрытых кодов, очень много пасхалочек, очень много того, что отсылает меня на более глубокое изучение, да, на личную интерпретацию, то я вообще такое люблю. А иногда, знаешь, хочется получить очень простой ответ, да, а тебя заставляет думать. Вот, и я, наверное, из таких людей, которые про то, что больше подсвечивают, да, вам ваш личный путь, не перекладывая на меня, опять же, ответственность, да, и это не про то, что я на личной силе, как раньше, да, хочу тащить всех и каждого, и тогда я вот понимаю свою ошибку, многие вот видели, что я больше в позиции мамы, и, значит, вываливали на меня свои детские травмные серии, там, а вот раньше вы были другой, вы были добрее. Ну, вот это, знаешь, история, когда у мамы там любовь пытаешься заслужить, и вдруг ты как-то, да, привык, что мама к тебе добра, а тут ты накосячила, мама как-то тоже тебе прям показывает, что, знаешь, вот любовь любовью, как бы, но воспитание тоже должно быть. И вот как раз эти травмочки на меня все обрушивали благополучно. Я не знала, как с этим справиться, потому что я не понимала, почему вы меня в эту роль помещаете, а потом как поняла, и стала очень мягко, собственно, отрезать и обрубать вот эти каналы, которые вот по наитию и незнанию устанавливают как раз вот, ну, молодые тарологи, юные совсем там, вот, некоторых я немножко там беру под покровительство в том плане, что я делюсь, как делать не надо, да, то есть, ну, я как бы дружу с молодыми ребятами, с новой кровью. Вот. И мы как раз говорили на ту тему, что многие на своей личной силе тащат, да, просто очень сильно стараются и пытаются, чтобы у людей были изменения, да, запускается мощнейший процесс, берется энергия взаймы от эгрегора, он еще не совсем, знаешь, такой большой, не сформированный, ты тащишь из него там на свою аудиторию, аудитория не понимает ценности, не возвращает обратно в той же мере эгрегору, да, эгрегор начинает брать из тебя, в итоге ты выгораешь, ну, такие причины следственные, которые ты как бы не поймешь, пока ты не станешь с этим всем работать. Есть еще такая, знаете, версия, что как отключать себя от каналов и от неблагоприятных эгрегоров, в частности. Вот. Ну, я считаю, что мой вообще благоприятный, он очень крутой. Я вообще не понимаю, как у вас, там, допустим, спустя год или 1,5 года, да, не могут случиться изменения, потому что это в принципе невозможно. Это нужно действительно как-то совсем не хотеть меняться, да, совсем прям застрять в своих внутренних выгодах, да, совсем быть в жертвенной позицией. Вот, и действительно, изначально, да, мои как бы расклады для вас, они были как-то, знаете, построены по принципу какой-то драматической истории, и
мы с вами пытались найти свет в конце тоннеля, да, из вашей драмы, опять же, и все вот это массово страдали, там, да, и огромное количество комментариев и так далее. Я сейчас все-таки больше к позиции выздоровления, адекватности и как бы подарков от жизни, даже если вам не делают эти подарки, да, те люди, на которых вы словно рассчитываете, да, потому что бывает такое, что мы просто навешиваем свои ожидания на людей, которые там вообще, знаете, никаким боком, собственно, вот. И моя практика показывает, что если для вас не чудят условно, мы начинаем чудить сами, а потом уже, знаете, и люди подтягиваются. То есть вот таким образом. Сначала мы спасаем себя, а потом как бы всех окружающих. А поскольку у меня есть достаточно острые и болезненные расклады, опять же, ну, знаете как, я вот читаю на все, ну, как говорят вот господа маркетологи, говорят, нужно отвечать на каждый комментарий, увольте и помилуйте. Вот и это физически невозможно, но я читаю абсолютно все. Вот у меня есть время, которое я выделяю, там, допустим, вечером, там, после насыщенного моего, да, трудового дня я захожу, обязательно читаю все ваши комментарии, потому что мне важна обратная связь, и я понимаю, как мне нужно развивать мою линию контента, да, мою стратегию, поэтому я все читаю абсолютно. Вот. Ну, кому-то иногда даже отвечают. Иногда меня прям можно вывести, что я отвечаю, а иногда просто вы просто нуждаетесь в моем ответе. А по большей части просто я слежу за тем, в общем, что происходит. И приняла, в общем, решение, которое, в принципе, вы меня давно достаточно просили, да, делать формат раскладов не для всех. Да, формат раскладов закрытых. Ну, опять же, к этому нас вынуждает цензура, которая есть на YouTube. Вот, например, вы знаете, что не показывать обнаженные части тела, и как вот тарологи выходят, да, из этой вот ситуации. Допустим, там Таро наслаждений, там Лауры Туан, да, из известных. Потом, значит, у нас Казанова, у нас очень мощный Декамерон, да, прям показывает все в цвет. Да, еще какие-то колоды, где присутствуют обнаженные женские части тела, мужские части тела, это все подвергается бану и цензурированию, потому что вдруг дети смотрят, вдруг там, знаете, вы даете контент неподобающего характера. А между тем у нас есть прекраснейшая колода Мила Монара, которая является просто универсально моей любимой, моим путеводителем, наверное, в мир Таро, потому что это первая колода, которая у меня появилась. Она настолько глубокая, что я могу рассматривать на ней не только отношения, это могут быть травмирующие ситуации ваши, да, а это может быть ваше взаимодействие с деньгами, да даже вот на магический негатив уж можно все это посмотреть, настолько оно универсальное, поскольку колода эта создана по комиксам достаточно известного, да, художника итальянского Мила Монара, то есть изначально он не рисовал колоду Таро, да, это художник, который рисует комиксы, и он воспевает как раз культ красоты человеческого тела. Ну, знаете, это, наверное, эстетика Тинто Брасса, если вы смотрели, да, все эти прекрасные фильмы, опять же, с эротическим уклоном, вот, и как бы барышни настолько яркие, настолько фертильные, да, настолько просто с таким, знаете, повышенным уровнем либидо, что это действительно становится прям запрещенкой. Вот. И вот в таком формате как раз женщина Мила Монара изображена. Вот если интересно, кстати, зайти в его аккаунт официальный, я видела не так давно там как раз стилизацию под вот эти комиксы, но я так понимаю, что девчонки настоящие, хотя, знаете, искусственный интеллект сейчас, мне кажется, уже создает все что угодно, и, ну, то есть уже появляются какие-то интересные фотосессии под этих девочек. А там стандартные типажи изображены, вернее, стандартные героини, которые, опять же, взяты из комиксов Мила Монара, там, Гулливериана, что там, Индийское лето, что-то, в общем, еще какие-то, вот. И, соответственно, все это было, как сказать, заточено, да, под колоду Таро, и делал это не Мила Монара, по-моему, какой-то ассистент, насколько я знаю. И вот мир, знаете, узнал эту колоду. Я не знаю, часами про нее могу говорить, потому что столько она, знаете ли, женских судеб спасла, да. На протяжении долгого времени девчонок вытаскивала из такой ямы, что многие вообще просят создать либо мастер-класс, либо курс, да, по чтению Монара. Когда у меня было больше времени, да, я создавала небольшие мастер-классы, как читать каждого из тузов, там, да, Таро Монара, именно в психотипе, именно в психологическом портрете.
Есть еще где-то на просторах YouTube, в общем, какие-то курсы вот по Таро Монара, но, знаете, я там не знакома с содержимым, а как бы те, кто их проходил, скорее всего, хотели получить что-то иное. Ну, в общем, да, есть как бы, да, тарологини, которые делают курсы иного. Ну, то есть, соответственно, если я буду что-то писать, понятно, что это будет, да, закрытый доступ, и это будет такая эксклюзивная, естественная информация с моими наработками. И в программе лояльности в одном из уровней, кстати, есть обзор на эту колоду, поэтому, насколько я помню, я делала на Монары, да, обзор с авторскими трактовками. Вот, может быть, уже можно и переписать, потому что они глубже стали. Так, ну и вот, и, собственно, поскольку нельзя показывать в свободном доступе, я это все увожу в расклады по подписке. Вот, это самый минимальный уровень, то есть это не какая-то запредельная история, да, и вы, значит, получаете доступ к эксклюзивным раскладам, которые спрятаны ото всех. Соответственно, у вас вот возникает вполне возможное ощущение, да, что это вот для вас конкретно, да, то есть для моей аудитории, которая больше, наверное, теплая, чем холодная. Вот, потому что холодная аудитория тем мальчикам, девочкам, которые впервые пришли на канал, может быть, что-то непонятно. И, соответственно, чем больше вы со мной, да, тем больше у нас с вами доверительные отношения, тем, скорее всего, я точнее попадаю в ваши личные истории, несмотря на то, что это общий расклад. И тем, наверное, проще нам что-то накопать такое, что долгое время просто мешает вам жить, там, двигаться вперед, у кого-то деньги зарабатывать, да, у кого-то там проблемы с сексуальностью, там, ну, всякие, да, причины всяко разные могут быть. Вот поэтому Монара я увела в закрытые расклады. Но опять же, не Монара едино мы с вами живы, потому что есть еще один формат раскладов, которые вызывает большое количество хейта в комментариях. Я буду уже говорить, как есть, да, особенно о тех людей, которые не совсем понимают, что происходит. Это моя работа на метафорических картах Чака Спицана, архетипы и тени. У меня есть несколько колод. Вот, есть еще колода, которая, опять же, пока на данный момент даже у меня не дебютировала, поскольку это карта сексуальности Чака Спицана, мне надо ее все-таки откопать и, опять же, сделать на ней закрытые расклады. Потому что, видите, закрытые расклады нам не цензурируют, мы, правда, можем там быть более свободными. Я в высказываниях, понимаете, вы в интерпретации своей какой-то. Вот. И, ну и, соответственно, когда я там вытаскивала такие тени, например, там как что там, проститутка, шлюха, это название, да? Это название, это не какое-то ругательство, это название. И людей многих это очень коробило, потому что, ну, знаете, люди разные, да, и кто-то вот посчитал, что это какое-то личное оскорбление. А поскольку тревожно-мнительных людей много, и они не хотят понимать и разбираться, что же, в общем, несет смысл, да, этих теней, да, это ложные представления относительно себя и своей личности, то есть я, опять же, вынуждена вводить все это в закрытые расклады, потому что, ну, знаете, это слишком уж всякие долгие разбирательства будут, да, и мне это тоже как бы совсем не надо. То есть если бы как бы люди были бы более адекватные, да, и цензуры было бы меньше, если бы мы с вами жили в более здоровом обществе, то, конечно, я бы могла это все, знаете, вещать в свободном доступе, но, к сожалению, нет. Но при этом те ресурсы, которые дают вот эти все тени с так провокационными названиями, опять же, очень мощные, да. Все мы как бы живые люди и сталкивались с разными ситуациями, поэтому это тоже уходит в формат закрытых раскладов. И я знаю, что не всем из вас приходят уведомления, да, расклады, на какие темы вышли. И давайте, ну, такая небольшая административка, я думаю, что она нужна вам, вполне возможно, вам сейчас подсветится как раз то, да, что вам нужно было вообще вот долгое время. На архетипах и тенях я сняла расклад, но опять же в закрытом доступе, который называется «Твоя борьба за себя», да, почему постоянно вот в каком-то состоянии выживания, да, почему постоянно ищем наше место под солнцем, да, может быть, есть уже какие-то ресурсы, чтобы понять, как остановиться и выйти из программы выживания, да, в программу какой-то полноценной жизни. Опять же, там 3 варианта спрятано.
соответственно. Вот, это все как бы в закрытом доступе. На чайке специально я еще сняла расклад, какие раны ты заживляешь сейчас, да, просто, ну, знаете, бывает такое, что можно в прошлое посмотреть, от чего вы избавились. Тоже дает состояние ресурса, хотя катарсис в моменте уже не происходит, потому что он ранее происходил. Но, опять же, знаете, для кого-то из вас тоже прям зеркало, да, посмотреть, что же там происходит. На Монара по вашим просто многочисленным просьбам, вы же очень хотели расклады на отношения, именно на Монара, а поскольку у нас цензура, я же говорю, что я их убрала в свободном доступе, а иные колоды не раскрывают, вот знаете, вот этого прям откровенных, да, историй. И я сняла расклад, который называется «Тайны», который он не хочет раскрывать, и там, опять же, в стиле Монара, да, различная информация, которая достаточно откровенная. Тайные мысли, истинные чувства и действия тоже расклад на Монара, да, то есть я вам сняла МЧД, но МЧД, знаете ли, с огоньком. Но понятно, что Монара у нас не ограничивается исключительно отношениями, просто я как бы выполняла запросы, я поняла, что на это будет действительно спрос, и это надо людям, и не будет смотреть, поэтому я это все сняла. И что у нас еще есть? На Монара я еще сняла расклад, который переворачивает представление о себе. Он достаточно болезненный, потому что мы будем сталкиваться с иллюзиями относительно себя и будем смотреть, как же оно на самом деле, но при этом я даю советы, как это все ресурсировать, да, и как бы вывести в плюс, как от этого, собственно, получить ресурс потерянный. Тоже очень интересный расклад, и я прям по-тихому даже его советовала посмотреть, и даже советовала смотреть своим, допустим, там постоянным клиенткам, начинаешь общаться. И я говорю, вот закрытый расклад смотрела, потому что, в принципе, вот когда мы все вместе, мы с вами попадаем в какую-то, знаете, матрицу похожую, да, и там очень легко можно получить ответы. Можно, конечно, выйти, а можно, опять же, следовать этой матрице, но при этом проживать все более качественно. Это уже как бы ваш выбор непосредственно. На Монара я еще сняла вам сезонный, что-то вроде любовного гороскопа, 24 год. Ну, понятно, что не по месяцам, потому что это очень трудоемкая задача. А плюс-минус рассмотрела, да, сезонные всплески вашей активности, пассивности, ваших, значит, партнеров и прочее. Очень интересный формат расклада. Я бы, наверное, это все продолжила, потому что я, наверное, тоже рискую в этом плане стать неким трендсеттером, потому что я не видела ничего подобного. Вот. И недавно сняла уже не на Монара, а кармические уроки и задачи. Кармические уроки и задачи снимала на новой колоде, сделала для вас премьеру. Опять же, Таро, по-моему, называется, или волшебный сад, или зачарованный сад, короче, как-то так. В принципе, мне кажется, самые яркие, интересные новинки до 23-го года у меня вот сейчас на столе присутствуют. Ну, уже есть такие рабочие интересные колоды, не созданные искусственным интеллектом. Да, я все-таки больше предпочитаю рисованные колоды, там дух художника все же немножко. Но вот тоже интересная современная интерпретация, да, и это новое время, новые энергии, поэтому тоже вот я миксую и колоды, созданные искусственным интеллектом. У меня есть 2 любимые колоды, и у вас, собственно, тоже, но опять же вот рисованные. А сегодня мы будем работать с вами на колоде Барбары Мур. Это волшебники, чародеи. Я вижу, кстати, в рилсах у девочек, мальчиков, тарологов колоду часто, потому что она говорящая достаточно, и она понятная новичку. Ну, как бы в моих руках, знаете ли, всегда непонятно, как оно все распахнется и откроется. Ну и вот, собственно, я буду еще снимать формат закрытых раскладов, потому что примерно раз в неделю выходит закрытый расклад, потому что, ну, понятно, что я их, естественно, пополняю, они же не висят мертвым грузом, потому что вы что-то посмотрели, да, вам хочется еще что-то посмотреть. И хочу сказать, что наша вот эта программа лояльности, она постоянно расширяется. Вот, например, есть уже курс, который сейчас пишется в моменте, да, это курс по традиционному колдовству. Это мой манифест, который уже начинает, видимо, там бесить многих коллег, вот, потому что они считают его достаточно смелым проектом. Это я просто слышу относительно себя, я же как периодически, да, выхожу в мир коллег.
Вот. И опять же, да, такая история, опять нейроведьма что-то такое странное сделала, и скоро это будет трендом, как обычно, и будут подражания, но вы же знаете вообще, что все запускается на энергии создателя, поэтому лучше, конечно, переходить в первоисточник. Программу я не разглашаю, понятно почему, чтобы она не уплыла, потому что она исключительно для тех, кто уже в моем закрытом клубе. И в манифесте лекции выходят раз в 2 недели. Это огромная 2-часовая, может быть, 1,5-часовая лекция. Обязательно медитативная часть, потому что нам нужно правильное погружение, да, в эти все состояния правильные наши. И периодически выходят еще дополнительные практики, дополнительные авторские медитации, опять же, на поддержание состояния. Да, учитывая, что это мое поле, вы уже многие знаете, какие чудеса в моем поле происходят, потому что я очень тщательно слежу, да, за тем, что чем питаюсь, что слушаю, с кем общаюсь и прочее. Я стараюсь держать себя в относительно понятной мне чистоте и частоте. И поэтому как бы в моем поле, да, правда, могут происходить всякие интересные благостные изменения. Вот. Поэтому как бы очень рабочие техники. Ну что, первый камень, который расскажет ваше прошлое, настоящее, будущее зеленого цвета, второй ближе к оранжевому, да, как бы третий голубой. И как я уже говорила, насколько помню, это такие солярные камни. Вот, они солнечные, заряженные, я думаю, что на увеличение все-таки света дня, на наполнение больше энергии, да. Сейчас немножко разгоню энергию. Вот, кстати, многие же пишут в комментариях: вы так часто махаете руками, я там, значит, не вижу, не успеваю следить, вот это мельтешение, ну, вот эти господа бабушки. Вот. Если бы вы немножко знали про принципы, не считали Таро развлекухой, понимали бы, что таким образом просто разгоняется энергия. Да, то есть, а потом она, соответственно, достигает определенного пика, да, либо через намерение мы ее отправляем в космос, либо, соответственно, заряжаем наши колоды карт на взаимодействие. Ну, так вот. Потому что руки это тоже инструмент, понимаете, не только колода, но еще и как-то и руки, и понятно, что энергопроводимость и всякое разное. Так что, вот, господа бабушки, не в защите. Лучше больше читайте матчасть. Все, давайте смотреть. Так, единички, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Давайте посмотрим, что же там было в прошлом, да. Смотрите, в прошлом явно был какой-то путь, может быть, были какие-то достаточно яркие намерения. Я просто буду вам сразу, да, переводить с языка Таро на общечеловеческий. Потому что, опять же, карта звезды. И карта звезды, это, может быть, эта звезда уже взошла, понимаете, как бы вам путь определенный указала, да. Может быть, были какие-то взаимодействия на расстоянии, потому что звезда, она далекая, знаете, это такой немножко аркан, удаление, что-то вот на расстоянии от вас происходит. Смотри, звезда, тройка чаш. Смотри, звезда, тройка чаш. Здесь вот как бы такая история, что мы могли, правда, найти своих, но при этом они не рядом. Может быть, это какая-то интернет-группа, да? Может быть, это какая-то, смотри, прям другая страна, это какой-то клуб по интересам, может быть, это какая-то прям онлайн, короче, тусовка. Вот, но это такая вот какой-то вот прошлый момент. Еще что могло быть? Могли быть интересы каким, как я называю, каким-то девичьим наукам, да? Потому что, опять же, карта звезды, карта духовности, она очень часто у нас, опять же, про женское начало, хотя не могу сказать, что это прям какая-то феминность, вот, потому что старшие арканы, они у нас сильно-то как-то не обладают ни мужской, ни женской энергией. Но, опять же, вот какое-то очень интересное дело, очень интересное
может быть, предназначение, понимаете, вам открылось, да? Но, кстати, вы из-за этого немножко предназначения или общения в этих там женских кругах, правда, могли немножко пострадать, потому что, опять же, четверка мечей, либо вы слили энергию, понимаете, либо вы выгорели, либо, правда, могли встретить, если вы в это верите, некое магическое воздействие. Опять же, смотрите, какая говорящая карта, да, четверки мечей. Вот эти 4 меча для меня очень говорящие, потому что, смотрите, в район нижних чакр, то есть у нас там примерно что находиться может, да, там Манипура, опять же, да, Сватхистана, то есть вот Муладхара, вот туда, значит, у нас устремлены мечи. И вот тут какой-то момент перекрытия. Может быть, смотрите, это какая-то ситуация, которая могла связана быть с женскими там недомоганиями, да, женскими какими-то недомоганиями. Такое, знаете, еще очень часто бывает, что мы могли психосоматически что-то схватить, ну, как бы именно по той причине, что либо себя где-то за что-то наказали, либо заигрались, да, либо как бы заигрались. Ну, вот ощущение, опять же, если мы с вами немножко говорим про вот это чародейство, да, что, в принципе, вот здесь правда могло быть состояние либо какого-то перекрытия, либо это какой-то момент психологического или магического перекрытия. Вот, пожалуйста, тройка пентаклей прям показывает, что 3 человека работают. 3 какие-то подружки, кстати, могли. Не обязательно так, просто раз мы с вами смотрим ваше прошлое, обратите внимание, что это больше какая-то женская для вас история, потому что как-то мужских фигур я сильно не вижу. Вот бывает такое, знаете, что кажется, что нормальный какой-то женский коллектив, а в связи с тем, что вы типа такая звезда, вот здесь вот подружки, щучки могли что-то, значит, здесь нашаманить. Да, здесь, может быть, это правда касалось какого-то, смотрите, там, как молодого человека, может, еще что. Еще, кстати, что могло быть? С подружками, щучками собирались и творили всяко разное, может быть, просмотры на картах Таро, может, какие-то ритуальчики. Опять же, на, там, не знаю, суженого, ряженого, но мужчины в частности. Кто-то, кстати, правда, вот по вот этой позиции мог в женских кругах что-то там шаманить на мужичка. Вот, пожалуйста, тройка жезлов сидит, вот сидит, значит, такой. Я ж надеюсь, что вы сопернические разборки не устраивали, да, за персонажа, да, тройка. Тройка жезлов, карта мага. Ну, либо вы какого-то мужчину здесь могли в центр внимания, собственно, поставить, а у вас как-то он не сильно реагировал, поэтому мы это пытались сделать, соответственно, через женские какие-то практики, может быть, какую-то женскую магию, может, опять же, просмотры на различных магических инструментах, ну, то есть это было в вашем прошлом, и вполне может быть, что у вас там был учитель, смотрите, наставник, да, вот, либо здесь, смотрите, взаимосвязь с человеком, который, ну, не знаю, мог вести, например, какие-нибудь практики, опять же, там женские. Может этот фитнес-тренер, знаешь, может йог какой-нибудь, может еще что-то. Здесь прям, смотри, очень яркая заинтересованность в каком-то персонаже, видимо, всяческое желание про него разузнать, может быть, что-то получить и так далее. А тут либо низкая самооценка, либо как бы подружки, которые, правда, могли, опять же, вмешаться. Вот такое прошлое. Если ты понимаешь, что твоя история, ну смотри дальше, потому что у меня ощущение, что какие-то очень молодые девчонки перешли на первый вариант, и есть ощущение, что это правда холодненькие мои, потому что очень неинтересные какие-то очень странные энергии. Ой, колода кого-то нового зовет. Давно, кстати, такого не было. Ну что, давайте смотреть, что в настоящем. Что же в настоящем здесь происходит? Сейчас, на данный момент. Ладно, всю колоду возьму.
В настоящем есть ощущение какого-то внутреннего бессилия. Есть ощущение, что, опять же, смотрите, по 8 мечей, ну, как бы связаны руки, либо вы сами себе убедили, что руки связаны, потому что если вы вспомните значение, да, что там как бы на эмоциях можно многое вывести, то есть мы этого не замечаем, да, то есть 8 мечей, состояние отчаяния, бессилия и прочее. Вам на самом деле кажется, что вы какую-то битву вполне возможно проиграли, да, с чем связано, да? Ну, эта ситуация либо связана с семьей, может быть, вы кажется, что вы эту семью теряете или потеряли, или, может быть, какие-то шансы, да? Может быть, семья сейчас находится в состоянии рассоединения. Что еще в настоящем происходит? Ну вот, смотрите, вот он, собственно, король пентаклей, да, король пентаклей. Еще как можно читать, вот если у кого пожилые родители, там папа, например, да, может быть, это усугубление состояния, да, или опять же, если кого-то уже нет в живых, может быть, это какие-то, знаете, там сны с предупреждением, да, потому что ощущение, что как будто еще, может, ваши защитники могут выходить на связь, да, может, хранители рода, может, еще что, потому что какая-то несправедливость, понимаете, в прошлом вершилась против вас, да, какие-то заговоры, интриги, и, может быть, вы просто, знаете, как пали жертвой вот этих интриг, то есть, по сути, может быть, поверили в то, что не надо было верить тем людям, которым не надо было верить, были слишком наивны, понимаете, слишком добры, вот так вот нам показывают, и в настоящем есть ощущение, что переживает очень сильно за вас, очень сильно как бы за вас переживают. Может быть, вы сейчас смотрите как королева мечей, да, опять же, на взаимоотношения ваши прошлые, да, прошлые взаимоотношения. Если там, тем более, там дети, к примеру, совместные, непонятно, как будет мужчина участвовать в будущем там ребенка или нет. Если как бы детей нет совместных, это просто сожаление по утраченной семье или по попытке, знаете, отношений, которые не срослись и не сложились. Итак, королева мечей и 7 пентаклей. Вот ощущение, опять же, незакрытого гештальта, ощущение, что не сбываются какие-то мечты, может быть, да, а может быть, это была просто мечта о семье с человеком, но вот ей сейчас на данный момент как будто не суждено осуществиться, и, конечно, достаточно больно, потому что, смотрите, розовые очки бьются стеклами внутрь, и вы готовы уже сойти с этого пути, да, больше не кормить энергией ситуацию. И вот как раз королева мечей, она же извлекает уроки, и, по сути же, нужно дальше идти. Давайте подсказку на настоящее, да, в каких энергиях сейчас нужно находиться. Но знаете, вот ощущение, опять же, что из королевы мечей, опять же, вернуть себе ощущение королевы пентаклей, да. Может быть, вы правда слишком ушли в голову, сейчас нужно опять заземляться, да. Может быть, вы как-то в какой-то момент просто перестали себе видеть заботливой женщины по королеве пентаклей, перестали видеть себя ценной женщиной, перестали видеть себя изобильной женщиной. Это все королева пентаклей, это все просто королева, да? Дальше еще смотрите, очень важный момент, если это не связано с вашими личными отношениями, это правда может быть связано с отношениями в вашей семье, мне почему-то показывает ослабление роли мужчины очень сильно. Может быть, мама сейчас может нуждаться в определенной помощи, да? Может быть, у вас сейчас, знаешь, как либо на ментальном попечении, что ты думаешь и переживаешь, либо, правда, на попечении могут быть как бы люди, которые нуждаются в вашей помощи, поддержке, да, в том числе еще, может быть, материального характера, да, может быть, кому-то сложно там после потери, или вот семья как-то рушится, вот какой-то такой момент. Совет еще дам тебе немножко, да, на настоящее. Луна, выйди, да, из Луны. Луна как бы и король мечей, знаешь, ну, с каким-то персонажем, смотри, либо должно быть прояснение отношений, а вот если это касается пожилых родителей, там, папы, дедушки и так далее, это, скорее всего, ситуация усугубления. Может быть, если, смотри, он прям совсем пожилой человек, может быть, конечно, уже, к сожалению, близко, да, такое состояние уже старческого слабоумия, знаешь, деменции, может, еще что-то. Вот если у тебя мама в таком вот, ну,
состояние, потому что она ухаживает, там, или там дедушка. Ну, это именно на мужскую энергию почему-то идет, да? Ослабление усиленно при мужской энергии. Вот. Опять же, если все-таки вы сейчас мне скажете, да, как бы у меня уже там в живых никого нет, ну, просто это про то, что вспомнить нужно, да, и если вы в христианском эгрегоре, есть такое понятие, как поминание. Я уж не знаю, ребят, есть такое в языческом или нет, но только ли на Хэллоуин там поминают людей, которые ушли, вот. Но здесь надо что-то делать, надо прям как отдать дань предкам, роду, прям родовой системе. Вот в настоящем это важно, потому что такое ощущение, что вы заботитесь о ком-то из семьи, из родовой системы, может быть кто-то на попечении, понимаете, у вас находится. Вот такая интересная история. Потому что у вас как бы ресурсы есть на это, понимаете, интеллект и ум, понимаете, у вас на это все есть. Но опять же, если все-таки вы пытаетесь форсировать события, да, и, например, там вернуться из прошлого в настоящее с ретроградным каким-нибудь вашим этим, да, этим судьбоносом, вот сейчас точно не время. Сейчас на самом деле точно не время. Ну ладно, мы сейчас будем смотреть о чем. Будущее, да? Будущее. Вот почему не время, кстати, да, застревать в прошлом, да, быть вот в состоянии какой-то внутренней замороженности, потому что новое должно прийти там. Новые чашковые какие-то всплески эмоций должны быть в вашей жизни, а вы немножко пока еще держитесь за старое, за прошлое. А могло бы быть, знаете, все сильно веселее. Готовности просто, видимо, нет, да, открыть окно. Я понимаю, что сейчас может быть неуместный совет. Ну, почему неуместно? Потому что время года, да, у всех тут разное. Но, опять же, мытье окон по преданиям и помогает впустить как раз новую энергию, там, новую любовь. Ну, относительно новой любви кому-то явно вы сердечко разбередили, но вот человек как будто прям ждет, принимать решение или не принимать, действует в вашу сторону или нет. Ладно, давайте будущее смотрим. Да все хорошо, да, все хорошо. Вот нам как показывали по шестерке чаш, да, что вы тут с каким-то мальчиком, вот все это мальчик, не знаю, может вы тут это, забеременеете мальчиком. У меня была какая-то шоковая прям абсолютно история, я тоже читала ее в общих раскладах, где видела, что от вас скрыто. Там тоже была какая-то история с детьми связана. Так, десятка чаш, да, пятерка жезлов, знаете, уже, собственно, ощущение, что но это либо, опять же, вот переключение должно состояться из энергии королевы мечей в королеву пентаклей. Но здесь внутреннее сопротивление, да, внутреннее сопротивление. Я не знаю, может быть, вам просто подсветит человека, который, допустим, разведен с детьми, и вы такие, там, значит, бывшая будет опять права качать, да, но при этом, смотрите, тут, правда, какая-то история с человеком может быть связана, какой-то важный может прийти в вашу жизнь. Ну вот, смотрите, вот как оно так работает. Я сначала вот вижу причинно-следственные связи, а потом карту вам достаю. Видите? Что за момент сопротивления? Почему? С чем связан-то? Чего ж не хотите, да, впускать короля чаш? Ну, потому что, смотрите, либо это какие-то отношения сейчас на данный момент там на расстоянии, может, разные города, можно страны, там, может быть, интернет, опять же, да, четверка жезлов. А еще ощущение, что, может, он ведомый достаточно, вы очень боитесь, что он женщина, понимаете, управляемый. Зачем вам это нужно с точки зрения высших сил? Звезда, восьмерка жезлов. Ну вот смотрите, вот благодаря этому человеку сбывается какое-то ваше желание, то, о чем вы давно просили. Что еще будущее?
Вот смотреть кажется вообще, что это вот просто уже потерянные шансы, да, смотри, прям какая-то потерянная любовь. А по факту, ну, все еще будет. Я уже не знаю, с этим человеком или с другим, но все еще будет, потому что, опять же, как бы карта мира. И показывает, что ты, смотри, прям выходишь в этот новый мир. Ну вот смотри, ощущение нового мира, но этот мир как бы пока тебя не принимает, что ли, да? Или ты являешься достаточно сильной где-то чего-то конкуренткой, может быть. Вот что-то такое, понимаешь? Влюбленные, где нет третьих лиц, десятка пентаклей. Тут прям выход, смотри, в какие-то новые отношения. Прям помогает тебе кто-то, смотри, подсвечивает. Гномы. Шестерка жезлов. Семерка пентаклей. Как будто ты правда можешь на своей личной силе, смотри, помочь кому-то реализоваться. Вот, скорее всего, вот этот приход чашковый, да, и ты прям помогаешь ему реализоваться. И что там дает как бы будущее? Что по справедливости с точки зрения высших сил? Какая-то у тебя очень-очень долгая дорога. Очень-очень долгая дорога к своему личному солнцу. Такое ощущение, что это очень какой-то, смотри, прям длинный путь, прям, знаешь, это не прописанный на карте. Длинный-длинный путь. Но при этом мне просто интересно, вот этот король жезлов, он остается как бы в твоей жизни в будущем. У тебя-то все хорошо, ты в шестерке пентаклей. Королева пентаклей, страшный суд, справедливость, колесница, тройка пентаклей. Да, слушай, есть ощущение, да, такого, знаешь, правильного взаимодействия по отношению к тебе. Ну, правда, знаешь, это такой прям долгий путь ты прям выбираешь, скорее всего, для обретения силы, для обретения именно своего предназначения. Ну, знаешь, есть ощущение, что твое будущее, оно сильно интереснее, чем твое настоящее, чем твое прошлое. Там прям, конечно, чудеса на виражах. Вот такая вот интересная позиция. Двоечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Так, ваше прошлое. В прошлом ли ваше прошлое, да? Давайте смотреть, о чем здесь. Такой странный расклад, сумбурный получается, что по первому варианту, видимо, что по второму. Вот. Вы тут человек знаний, да, потому что, собственно, в прошлом, да, вы, видимо, вы пережили какой-то момент одиночества, да, по выбору души, скорее всего.
Да, отшельник у нас с чем связан? Отшельник, звезда, да, смотри, прям определение какой-то вот важной миссии. И, как правило, вот в этом состоянии сильно ничего не происходит в материальном мире, да, ощущение становления, да, скорее всего, жизненного пути. Предначертанное, ну, скорее всего, с точки зрения высших сил, потому что, обрати внимание, сразу 3 старших аркана, прям выход какой-то, смотри, мощный прям идет на предназначение, да. Смотри, звезда, солнце, отшельник, фига себе. Вот это, конечно, тебя вштырило. Вот это, конечно, вообще да. Так, а что там было-то, расскажи мне, что там по отшельнику-то случилось? Вот смотри, прям планомерно ты над чем-то работаешь, потому что понимаешь, на что тебе дается энергия, типа зачем ты это делаешь, да? Как будто вот твой труд наконец-то заметили, его увидели, да, по солнцу. То есть ты можешь делать то, что ты хочешь, да, и получает этого удовольствие. То есть вот прям выход на, знаешь, какое-то ощущение от своей деятельности, от взаимодействия, короче, без выгорания, да, без выгорания. В частности, скорее всего, нам прям так все хорошо было, замечательно, да. Мгм. Вот. Ну и состояние умеренности, да, как-то достаточно радостный период жизни. Много идей различных, да, может быть, человек рядом, который помогал, там, поддерживал тебя. Так, ладно. Настоящее смотрим. Настоящее. Так, что там в настоящем? Так, ну смотри, что-то происходит по справедливости. Что-то происходит по справедливости. Это карта правосудия, да, справедливость. И, значит, здесь ты будешь выходить из состояния иллюзии. Эти иллюзии у тебя 100% были, да, и сейчас вот ощущение, что если ты там что-то себе фантазировала, прогнозировала, короче, и прочее, вот, и оно это твои истинные желания, да, вот сейчас вот пришло время как раз подумать, какие истинные, какие, собственно, не истинные, да, потому что тебе прям что-то вот дается взаимодействие с энергиями, да, дается прям, смотри, какая-то портальная история. Семерка чаш, ну, опять же, вот немножко иллюзорная. И к чему это вот все приводит? Да, ты немножко живешь в состоянии иллюзий. Ты знаешь, все-таки это приводит к какому-то ощущению прям внутреннего спокойствия, да, к ощущению того, что, ну, может быть, ты что-то умеешь, как это сказать, немножко оморочить, да, оморочить окружающих. Скорее всего, это еще про то, что ты задумываешься, что я хочу на самом деле. Да, я понимаю, что я немножко не в контакте со своими чувствами, эмоциями, да, что-то пошло не так. То есть у нас, значит, было какое-то маковое поле, была какая-то идиллия, да, а по пятерке жезлов, то есть мы понимаем, что что-то пошло не так. То есть, может быть, я чего-то, в общем, не того совсем хочу, да, потому что была определенная зона комфорта. И как бы вот сейчас у кого-то, кстати, может по второму варианту быть знаешь, как незапланированная беременность, и поэтому как бы пятерка жезлов, и здесь нужно думать головой, выключать чувства. А, знаете, год какой-то вот такой, он принесет большое количество детей. Я уж не знаю, почему вообще, но может быть потому, что сам по себе огненный дракон, да, и вот этот момент фертильности. Я не знаю, но вот у меня уже год, знаете, так начался, что ко мне за личными беременные девчонки обращаются. Да и в моем окружении сколько сейчас я уже насчитала с начала года? 3 беременности. Представляете?
Ну, я надеюсь, что мужчина-то не женат, от кого вы беременеете. Ну, верховная жрица, ладно, это как бы все же не обязательно так, но всякое же может быть. Потому что тайные отношения. Ну хорошо, что как мы еще жрицу можем почитать? Жрица, в общем, карта смерти. Ну, смотрите, что-то заканчивается, да, то, что не имеет ценности для вас. Жрица и карта смерти. Что-то должно уйти, да, какой-то момент трансформации сейчас, момент нового созревания, да. Хорошо. Что уходит из вашей жизни сейчас, на данный момент? Что по смерти должно уйти? Какая трансформация? Смотрите, восьмерка чаш. Либо это какой-то персонаж, который все никак не уходит. Знаете, вы его там в дверь, короче, он в окно и прям стоит такой прям на пороге. Стоит на пороге. И не уходит никак. Восьмерка чаш, да? Может, какая-то работа, знаете, на которую вам недостаточно много денег платят. Только вы и сами где-то что-то боитесь отпускать. Что еще? Ну, потому что вы в это сильно вкладывались эмоционально, да, и, может быть, если мы сейчас говорим про человека, которого необходимо отпустить, далее отпустить его личную трансформацию, чтобы посидел, подумал, уже он в отшельнике, а все-таки же чувство ваше, может, это ваш бывший любимый, или вы человека любите, но нужно отпустить, вот что-то такое, смотрите, происходит. Потому что состояние какого-то внутреннего отчаяния, знаете, закисания. Совет вам давайте на настоящее, как нужно поступить. Пятерка мечей рубить, да. При этом как-то хитро рубить. Что рубим? Пятерка мечей. Девятка мечей. Ой, смотрите, как нужно пойти в свои страхи. Вот, скорее всего, вас прям запугивают, например, из серии. Да у тебя, типа, без меня ничего не получится. Да куда ты без меня, да? И здесь, на самом деле, есть внутреннее вот ощущение красной шапочки и волка, но при этом показывает, что все же нужно. Нужно немножко выйти из состояния иллюзий, потому что, с одной стороны, тот человек, который должен уйти, по идее, из вашей жизни, или вы должны как-то, ну, не знаю, поменяться отношения друг к другу, он должен многое понять, потому что где-то вам просто было внушено, понимаете, что без него вообще никуда и никак, да? Но на самом деле нет. Вот момент сепарации должен быть очень важным. Совет вам. Ну, может, вам кажется, знаете, что все вот нож в спину смотреть, но это вам как будто кому-то надо, да, все. Втыкаем нож в спину, да, кому-то, кто, как нам кажется, нас любит, кого-то оставляем в прошлом. Вот видите, в настоящем прям надо от кого-то, в общем, уйти. Или вы, может быть, убиты, разочарованы. Но у меня ощущение все-таки, что кто-то прям не уходит из вашей жизни, а вы прям боитесь отпустить. Там все-таки есть какие-то чувства, эмоции, привязанность, может быть, обязательства. Например, если у вас совместные дети, да, или какое-то совместное дело. Или просто какие-то общие планы были. Будущее. Будущее. Ну, смотрите, ты будешь счастливая. Помните какой-то, да, в рекламе? Да, черная карта. Ты
не будешь счастливой. Но тройка пентаклей хорошая карта, это карта взаимодействия, карта все-таки, если ситуация касается того, что, например, вы не могли уйти, потому что у вас какая-то финансовая история была, опять же, да, нарушена, кстати, надо было посмотреть, то вот здесь вот смотрите, первые росточки, первое что-то свое может появиться по тройке пентаклей, да, может быть, это правда какая-то новая работа или попытка каких-то новых отношений. Тройка пентаклей, двойка мечей. То есть смотри, такое ощущение, что ты опять же не знаешь как, да, то есть ты не знаешь как, вот, и ой, как тебе, конечно, будет сложно, но это, знаешь, как это необходимый рост, потому что будет ощущение такое, что я наделала, а я не справлюсь, а где я буду брать деньги, ресурсы, энергию, самооценку и прочее, потому что тебе почему-то кажется, что оно все на самом деле зависит от того человека, да, и вроде как, если его нужно отпустить, то как будто все блага или там, допустим, знаешь, как твоя зона комфорта, она все вот это заканчивается. На самом деле вообще вот все не так. Да, все не так, потому что нужно просто немножко продолжать свою линию, да, делать то, что ты делаешь, делать то, что тебя включает и зажигает. Видишь, и первые пентакли, они по сути не за горами. Тройка пентаклей, смотри, там паж пентаклей, может придется чему-то учиться, переучиваться, да, но это вот хорошая для тебя история, хорошая история. Видишь, какой-то, смотри, ну это же король жезлов нарисовался в будущем-то. Король жезлов, да, либо вдохновляющий, либо будешь кем-то вдохновляться. Может быть, просто ситуация, опять же, там, либо какое-то расстояние, да. Звезда, справедливость. Да не обязательно расстояние, это просто уровнем выше, смотри, тебе прям показывает человека, да, опять же, который уровнем выше, может быть, просто дает тебе какие-то советы интересные. А тебе смотреть страшно туда идти, потому что у тебя долгое время была подавленная самооценка, скорее всего, и, может быть, ты опять такая, да такой человек на меня не посмотрит, да там женщин вокруг него много, знаете, как девочки любят вот это накручивать, и, соответственно, мы встречаемся, как правило, с теми, о кого очень легко самоутверждаться, и там глубоко пофигу, что он подумает. А если это все-таки мужчина является значимой фигурой, то, конечно, у нас там лапки прям трясутся. И здесь на самом деле сомнения относительно уверенности как бы в себе, там, своей женской части, своей женственности, сексуальности, может быть, да, потому что кажется, что человек прям статусом выше, да, вот такое все. При этом, смотрите, здесь человек прям для любви пришел. Пятерка чаш, семерка пентаклей. Такое ощущение, что вам просто сложно прям поверить в то, что он искренне вас заинтересован, потому что здесь по сути, короче, смотрите, здесь приходит то, что вы нагадали. Какие-то моменты отчаяния, знаете, наколдовали, нагадали, нааффирмировали, может быть, себе. Да, девятка пентаклей, семерка чаш. Такое ощущение, что вы прям создаете вот себе человека. Прям создаете человека. О, боже мой, как интересно. Так и что этот человек, которого вы создаете? Что он там? Смотрите, здесь, опять же, короче, я понимаю урок вашей жизни, в частности, вот этого кусочка жизни, зачем все происходит. Вы, знаете, как очень любите наделять людей качествами, которыми они не обладают, да? И здесь просто нужно смотреть на все реалистично. А мы опять, знаете, создаем себе определенный образ. Вот, и мало-мальски, вот, знаете, подходящий человек, мы его пытаемся, значит, поместить в тот костюмчик, который ему либо на вырост, соответственно, либо он его перерос, понимаете? А потом как бы удивляемся, почему так происходит, что человек не вписывается, опять же, да, в наши ожидания. Ну, здесь вот, смотрите, приходит человек как бы по двойке жезлов, и с ним реально возможно будущее, но при условии, если вы не будете наваливать на него, как это сказать, своих проекций, наверное, да. Потому что как только дело
доходит до какой-то реальной истории, да, мы превращаемся просто во владельцу кукольного домика и хотим, чтобы он, опять же, разыграл как по нотам, да, наши представления относительно себя и своей жизни. Так точно не будет. Если вы увидите на самом деле, что это прям живой человек, да, просто немножко уйдете в состояние потока, то вполне возможно будете счастливыми. Да, поток как бы, ну, не вот этой иллюзии, а просто вы будете чувствовать там, как человек проявляется, потому что у нас у всех разные языки любви. Если вас не любят так, как вам нравится, это же не означает, что вас не любят вообще, да, то есть нам предлагают посмотреть сильно шире, чем наш маленький узкий мирочек. Вот так вот. Так, троечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами, да, прошлое, настоящее и будущее. Небольшая такая рефлексия. Рефлексия. Рефлексия есть, если найду. Так. Прошлое. Вы были влюблены? Да. Или вот, собственно, был человек, который сидел на троне и сильно ножку не мочил в чувствах, эмоциях. Сейчас посмотрю. Да, вот вы были влюблены больше. Вы прям форсировали события очень ярко, настойчиво. А человек там, смотрите, либо на выборе, да, двойка жезлов, либо просто вот вам как бы казалось, что он совсем вот из какой-то иной реальности, да, и вообще, вот, видимо, поэтому форсировали события активно очень. Может, правда, знаете, человек вам что-то обещал, да, или вы видели какие-то перспективы взаимодействия с ним. Сейчас еще посмотрю. О чем здесь король чаш? Ну, вам казалось, что это вот, видимо, взаимная история, да, двойка пентаклей, карта баланса, тройка пентаклей. Знаете, здесь очень похоже было либо на попытки семьи, либо, правда, какие-то семейные отношения. Да, то есть вот ощущение, что есть какие-то опоры, ощущение, что есть какая-то цель на будущее, да, ощущение, что хочется куда-то прям двигаться вместе. И, собственно, к чему привела вот эта двойка жезлов, да? К чему привела? Ощущение, что человек мог двинуться без вас, да, или как-то вас обмануть, опять же. И что там было относительно чего обманул? Может быть, относительно женщин, да, тройка чаш, или просто он преследовал свои выгоды, мог быть достаточно эгоистичным, да, то есть вы тут, видимо, распланировали на 5 лет вперед, как куда вам двигаться, да, он такой пытался сорвать мимолетный цветочек удовольствия, да, тройка чаш, девятка жезлов. Но такое ощущение, что мог, правда, даже упорно это делать за вашей спиной, упорно просто. Да, что-то делать упорно за вашей спиной. Да, карта звезды, восьмерка мечей. Мог вполне возможно добиваться женщину, которая была, правда, неприступная, да, или скрывать от вас, да, чувства, эмоции по отношению к другой женщине. Да, что там у нас еще было? Справедливость, десятка чаш, потому что ему, правда, казалось, что он встретил свою любовь наконец-то. Встретил свою любовь. Ну, смотрите, сегодня какое-то нарциссическое расстройство личности, то ему будет казаться, что он встретил, а потом он ее обесценит и скажет, что он молодец, и все остальные ничтожества, потому что здесь у нас переворачивается императрица, видимо, чудо не случилось, да, он-то уже пытался быть императором во всей этой истории. Очень ценная, ресурсная женщина, ценная, у них не сложилось. Не сложилось, потому что как бы вот он, туз мечей, карта силы.
Он, видимо, ничего сильно там как-то делать не стал, да, для движения вперед. То есть он не знал, не понимал, как действовать, видимо, как проявляться, опять же, не понимал. А там у него чувства. И как-то он все сложно ему было уйти. Я хочу сказать, что это не по отношению к вам, это там что-то было, понимаете? Это было вот это внутреннее предательство, это все происходило за вашей спиной, и вы, скорее всего, об этом могли узнать, да? Давайте, а по отношению к вам тогда что за история? Интересно. Рыцарь чаш, 8 чаш. А любовь закончилась, он сказал. Сказал, что любовь закончилась. Да, любовь же закончилась. 10 мечей, башня. Очень вашего гнева, кстати, боялся, когда принимал решение, что будет уходить. Но знаете, вашего гнева боялся, но при этом там видел какое-то светлое будущее. Там видел светлое будущее. Ну что там, у меня случилось светлое будущее? Туз чаш. Ой, очень сильно влюблен был. Опять перевернутая императрица. Чужая жена, что ли? 7, так ли 5 чаш. Магия еще, кстати, могла на вашем мужчине быть. Ну, это так, знаете, все. Потому что мне тут показывает, что льет что-то в чай, может быть. Ну, вот такое все. Вот такое все. Живет с одной, любит другую, показывает. А вы в этом что? А вы в этом как? А он как будто, знаете, как будто вот рядом с вами энергию там потерял, может вкладываться, во что-то перестал, в радость вы какой-то прям, да, перестали чувствовать, и вот все, собственно, пентакли, смерть, и все стало разрушаться, смотреть прям между вами, да. Все стало ему не так, и все не то, понимаете, претензии типа в ваш адрес там появились и прочее. Ну, то есть он уже, видимо, не знал, да, как на 2 стульях усидеть. Там у него какая-то любовь, понимаете. Здесь боится вашего гнева. Ну, ладно. Настоящий, давайте смотреть. Вы отпустили, скорее всего, эту ситуацию, да? Состояние дзена какого-то, что-то вы тут ловите, да, ощущение типа до горе, оно все огнем. Просто вы, скорее всего, с этим человеком прям, да, закладывали какую-то дорогу прям по жизни, активно очень. Сейчас у вас еще одна появляется, да, еще один какой-то путь, может быть. Такое ощущение, что вы туда не хотите, но вас как будто вот показывают, смотри, есть еще дорога, есть еще путь, может, есть еще мужчина или там есть, ну, какая-то другая линия вероятности событий. Опять же, по 5 жезлов вы прям сильно сопротивляетесь, да, но опять же, вот по справедливости такое ощущение, что вам, в общем, этого мужчину от вас отдаляют, да, потому что его оставляют в бывших все же, да, справедливость, король мечей. То есть как бы развод либо должен случиться, вот если все-таки мы посмотрим на мужчину, либо уже случился, все, расход, разрыв, собственно, и там как бы ничего нет. И знаете, вот бывает такая ситуация, например, что жили душа в душу, да, а он тебе денег вообще при разводе, короче, не оставляет, понимаешь? Вот что-то такое вот, что может быть. Это про то, что для вас новый будет путь открываться настоящим, да, то есть вот закрывается то, на что вы рассчитывали, но при этом открывается новый путь. Что у нас еще в настоящем?
Ну, вот есть, скорее всего, человек, который тебе будет помогать, да, помогать справиться с этим всем, да. Шестерка мечей. Сложная карта, но при этом это карта перехода. Может быть, ты на что-то копишь деньги, чтобы уехать, к примеру. На что-то ты прям активно направляешь усилия. Ну вот смотри, прям есть люди, которые помогают тебе все, тебе прям помогают. Либо вернуться в привычный образ жизни, да, либо просто говорят, да включайся, это уже хватит там депрессовать, да, то есть вот какой-то прям тяжелый достаточно период, вот. И ты вот как будто вот свое дело прям находишь. Вот ты его прям находишь, смотри, на состояние разочарования какого-то, на состояние драмы, на состояние какого-то, знаешь, болезненного сердечка, но при этом вот по 8 пентаклей ты реально находишь свое дело, да, и ведь сейчас вот, скорее всего, оно формируется, и оно прям в дальнейшем тебе успех прям принесет. В дальнейшем принесет успех. Может, уже начинает приносить, потому что шестерка жезлов, смотри, как бы карта солнца, да, то есть вот страдала, да, сейчас, смотри, путь выравнивается, и как оказалось, да, он прям совсем не зависит от того, что у тебя было в прошлом, но в прошлом ты, конечно, пострадала от того, что, знаешь, человек как себя проявлял очень нехорошо в твой адрес. Будущее. Будущее. Ты такая, я, говорит, не знаю, что делать мне, потому что изначально, скорее всего, в настоящем не сильно видно будущее, вот ты просто следуешь зову своего сердца. Давай посмотрим относительно чего у нас двойка мечей. Угу. Посмотри, как тебя разворачивает относительно твоих желаний, относительно твоего предназначения по звезде. Это такое ощущение, что вот как-то, а я не знаю, что мне делать дальше. Но это по справедливости, потому что 100% будет что-то новое для тебя, да? Может быть, знаешь, заканчивается работа, которой ты посвятила долгое время, ты там 12 лет, например, отпахала, да? Без труда будней и выходных. Ну вот по справедливости, смотри, что-то прям закрывается, потому что либо ты сама себя обманываешь, и тебя воруют ресурсы, да? Ну вот тут еще такая история, что ты через какое-то время узнаешь, что вот этого перца, который просто с тобой плохо поступил, как будто такое ощущение, что у него все плохо, все перекрыто. Да? Потому что на одни же те же грабли он наступает. То есть он там за спиной, скорее всего, там что-то крутил за твоей. А тут за его спиной, понимаешь, но это не всегда связано с отношениями, например, там по работе, да, потому что подставы ждут. И ты про это узнаешь, но тебе уже будет так спокойно, понимаешь, и так пофигу, потому что на самом деле здесь вот ощущение, что у него то ли семью не получится свою создать, ну какое-то это, знаешь, это так вот тебе прям показывают, что человек, ну как знаешь, как карма человека настигает. У тебя вот двойка мечей. Ну понятно, это просто про то, что мы немножко впадаем в состояние контрзависимых отношений, никому не доверяем, поэтому нам крайне сложно, да, вообще идти в новые отношения, но при этом куда ты денешься, ты с нейроведьмой сколько уже, все у тебя будет, все у тебя будет. И такое ощущение, что может быть даже, я же говорю, что вот какой-то дракон всем, короче, решил как тебе сказать, на подарках сэкономить, короче, всем детей решил подарить. О, боже мой. Тут чаш, как бы колесница и паш чаш. Смотри, прям какие-то новые связи, флирт, мур-мур-мур, какие-то влюбленности, знаешь. А ты пока эту всю историю закрываешь, вот, и, может быть, это тоже, знаешь, какой-нибудь курортный роман, в общем, случится у тебя.
вот в будущем, потому что, опять же, карта мира, тебе так страшно, ведь тебе что-то новое, сердечко раненое, все они, значит, одинаковые. Ну вот, опять же, по карте страшного суда что-то должно с тобой интересное случиться, потому что ты что-то заслужила, да, ты что-то заслужила, в общем, тебе точно прилетают какие-то волшебники в голубом вертолете, видишь, 8 пентаклей, как бы, и 7 чаш. Слушайте, я после манифеста реально везде вижу энергию создания, да, понимаете? Потому что мы каждую секунду просто что-то создаем, что-то рассоздаем, да, какие-то выборы в своей голове, какое-то будущее. И посмотрите, как оно у вас просто меняется. Такое ощущение, что вы поменяли свое будущее, девочки. У меня мурашки просто. Просто мурашки, понимаете, от вашей Наташки у меня бегут. Да, то, что у вас было перекрыто, да, то, что было перекрыто, да, тут наоборот открываются дороги. Вы увидели вообще? Вот вам казалось, что все уже никак, а вы даже не знаете как. Ну вот, просто на женское какое-то что-то прям открывается. Что-то вы себе тут намутили. Да как так еще ж читать-то? Как же еще читать? Может, кстати, кому-то правда нужны эти чистки просто на избавление от вот этого мусора прошлого, понимаете, до конца уже, да? Какой-то момент обновления все же должен быть. Вот видите, да? Рыцарь мечей, как бы 7 жезлов. Все-таки вот есть ощущение, может быть, либо каких-то атак, либо, знаете, какого-то соревнования женского, соответственно. Вот еще такой момент, если все-таки мужчина с вами остается, потому что, в принципе, может он даже вернуться, то будет, вот, да, он что-то будет пытаться делать, понимаете, он будет как-то пытаться вкладываться, он придет опять к вам, да, но я же не знаю, надо вам оно вам или нет, потому что вы знаете, что он придет. Вот он сейчас не придет, а потом придет, понимаете, прям под ваш порог и скажет, какой козел был. Потому что вы этого ждете, и вы, скорее всего, эту ситуацию прям в своем будущем уже нарисовали, понимаете? А вы все такая ценная, да, и он там, как это сказать, девочки, тут такие интересные фантазии. Вот вы миллион раз, скорее всего, мечтали о том, что он придет, а я вся такая ценная, и я его не выберу, скажу, все закончено, и как ты со мной, так я с тобой. И есть ощущение, что вы это как раз и формировали вообще для своего будущего, да. Но пока нам показывает, что это вот из области какого-то кино, которое вы в голове постоянно крутите. Вот что на самом деле, на что сейчас есть энергия вашего будущего, чтобы вы наконец-то отпустили эти все фильмы, потому что вы в голове проигрываете, вы даже вот, в книге вы их не пишете, понимаете, там, я не знаю, вы это никак не монетизировали, это просто бесконечный диалог в голове, как бы оно могло быть. То есть вы просто формируете различные ветки вероятностей. А на что нам нужно направить энергию, на что нужно сфокусироваться? Да чтобы самой как бы выйти из состояния вот этой потеряшки, да, по 8 мечей. То есть у нас состояние боли, злости, обиды, все что угодно на вот этого персонажа. Представляете, как вы его там кормите энергией? Да у него и так все хреново будет, понимаете? Потому что если бы он хотя бы не делал это за вашей спиной, то, может быть, конечно, карма была бы справедлива, потому что всякое может быть, да, там можно освободить друг другу путь, но поскольку он делал это за вашей спиной и пытался усидеть на 2 стульях, вот здесь вот карма, знаете ли, она настигнет. Зачем вы туда вот столько прям мысли, чтоб тебе там пусто было и вот это все. И тем самым, смотрите, поскольку вы прям живете в голове, вы прям не пускаете новое, оно должно прийти. Вот видишь, момент обнуления – это карта шута, да, повешенный, и, соответственно, 8 жезлов, да, вполне возможно, уже кто-то там, понимаете, рядом с вами есть, а вы ему прям дорогу прям не даете. Как будто обиделись же на любовь-то вообще, да. 10 жезлов, 4 жезлов, о боже мой. Да, все женаты, все это, вам всем одно и то же надо. Ну, то есть, смотрите, здесь просто
скорее всего, нужно выйти в состояние какого-то тотального доверия, что как бы у вас будет вот, собственно, именно так, как вы хотите. А вы пока в голове рисуете какие-то негативные картины. Вообще не надо так. У вас вполне могут быть нормальные отношения, да, но просто когда я вижу для вас нормальные отношения, я ухожу в дикое сопротивление, и у меня прям начинает прям голова болеть по третьему варианту, насколько вы не хотите, насколько вы просто обижены на всех, на себя, на судьбу, да ничего хорошего мне не будет. Вот. Это такая, знаете, внутренняя истерика. А как у нас внутреннюю истерику можно прекратить, да? Вот ощущение, что внутренние силы могут прям реально давать пощечину, потому что там просто внутренний ребенок беснуется, там истерика. И это не потому, что вас типа не любят, а потому что прекратить вот это хаотичное разрушение себя и своей жизни. И здесь, конечно, нужно остановиться, подышать и подумать, да, вот. Нужно действительно, вот смотрите, прям максимально остановиться. По десятке мечей. Говорит, все, ничего нет, да, я там обнуляю себя, обнуляю прошлое, иду в будущее. А вот если, собственно, все это обнулить, представление о том, что тебя должны прийти и спасти, да, и вот тогда, да, в твоей жизни начинает происходить какой-то magic и чудо, да, после пятерки. После пятерки чаш, когда ты сама возвращаешь себе в состояние королевы жезлов, да, на постоянной основе, а не просто, знаешь, у тебя королева жезлов просто как маска определенная, так ты в позиции какой-то вот капризной девочки, что на тебе подарки закончились, тебя волшебники не спасают, ко всем совы из Хогвартса прилетели, а к тебе нет, всех выбирают, а тебя нет. То есть мы останавливаем, смотри, вот эту внутреннюю истерику, и тогда смотри, как бы в нашей жизни действительно могут происходить прям положительные изменения. Тройки, вы что-то прям вас колбасит очень сильно. Потому что вы слишком много, скорее всего, внимания прям уделяете прошлому своему, которого, по сути, уже нет. Вам уже в настоящем показывают, да, что вы можете двигаться к себе и, по крайней мере, найти то, чем хотите заниматься, да, что может излечить ваше сердце, куда переключиться. Вот. А вы предпочитаете пока состояние истерики, драмы, все вам не так, да, все не то. И понятно, что будущее, которое вы формируете, он прям еще на третьем варианте прям показывает, что происходит, если у нас, конечно, поднасрано в голове, а у вас вот в какой-то момент вы чистили, и опять, поднасрано. Опять, значит, мы уходим в это состояние эмоций, выгребаем эти все ангелы и конюшни и освобождаем себя до состояния стерильной, чистой, звенящей пустоты. И вот как раз на состоянии вот этой пустоты обнуления рождаются новые миры, а вы пытаетесь из осколков того, что не сработало, из осколков магических артефактов, в которых уже нет силы, опять, знаете, выстроить порталы в счастливое будущее. Вот такая вот интересная история по третьему варианту. А с вами была я, ваша нейроведьма.